Всем привет! С вами Таня Генерал. Вещаю не из привычной своей мобильной студии по имени Комета, потому что комета не на ходу. Случилось со мной самое, наверное, страшное, что может случиться с любым человеком в США, в больших городах, которые не приспособлены для общественного транспорта. И все перемещения происходят путем вашей собственной машины. В общем, машина у меня сломалась. И сейчас я вам все расскажу, почему же, имея, в общем-то, деньги и хорошую кредитную историю, все равно машину купить в современных реалиях — это просто какой-то полный головняк. Ой, гоняю сейчас на машине, которую дал мне мой дружок поездить. Kia Stinger, новая абсолютно, на ней всего 5000 миль. Такая вся мягкая, заземленная, приземленная. Садишься в нее, а она такая сразу тебе сиденье подгоняет, из-за бока тебя обнимает. И прям я такая уже думаю, блин, заморочиться что ли с новой машиной или не заморочиться? Вроде же и деньги есть, и вроде бы как бы и ничего бы. Но на самом деле не тут-то было. Не тут-то было и не тут-то было. Во-первых, большая проблема, как обычно, разобраться, что произошло с вашей нынешней машиной. В любой стране мира, вне зависимости от языка, менталитета, культуры и всего остального, качество подобных услуг всегда сильно зависит от порядочности, наверное, во-первых, да, автосервиса. У меня была история, когда я отвозила мою машину на автосервис каждые полгода на профилактику. Ну, мало того, что каждые 3 месяца я им платила за замену масла и просила каждый раз все посмотреть, сделать ротацию колес и всякое такое. И раз в полгода я привозила прям такую полноценную профилактику, так же, как я, например, сама хожу там с зубами и со всем остальным. И однажды после одной такой профилактики, когда они сказали, все вообще отлично, работает как часы, я поехала в Остин. И по дороге в Остин, слава богу, не у меня, а у приятельницы, которая ехала на своей машине, у нее что-то там произошло с машиной. Мы должны были остановиться в автосервисе неизвестно где посреди поля, и ей меняли аккумулятор, если я не ошибаюсь. Короче, попутно, пока мы ждали, они говорят, хотите и вам заглянем? Я говорю, да загляните. И оказалось, что 2 дня спустя, после того, как на сервисе мне сказали, у вас все идеально, у меня абсолютно не было охлаждающей жидкости. Чего она там охлаждает, я не знаю, но она типа должна быть в машине, эта охлаждающая жидкость, и наличие ее является одним из факторов, который проверяется во время таких осмотров. Что подтверждает, в общем, доверяй, но проверяй. Черт его знает, как еще после автосервиса проверять, если туда же я везу, чтобы они мне ее проверили. Но вот такая история у меня была, и к чему я это все говорю? К тому, что даже платя немалые деньги за автосервисы здесь, никогда нельзя быть уверенным, что все у вас будет хорошо и гарантированно вам все скажут, как и что. Угу. А это Стингер. Ох, как он мне нравится. Ох, как он мне нравится. Стингер совсем свеженький, ему всего год. И у него, конечно, все, какие можно только придумать приблуды. Вот у меня ключик от него в кармане, он взял мне и открылся. Ой, нет, извините, это я его закрыла. Открывайся, дорогой. Внутри у него кожаный салон. Это моя старческая подушка под попу. Я на нем сегодня ездила. Очень все красивенько, очень все комфортненько. Садитесь в машину, у вас все заводится само. Встроенная вот эта вот штука такая. И тут все очень классно и круто. Ну и он вообще такой приятненький внутри. Еще же, сейчас надо вам показать. В Стингере есть еще такая крыша. Вот, и еще там открывающаяся такая штука. Нравится он мне, такой прям весь секси-шмекси-пекси. Когда садишься, то можно выбрать режим, и он делает вам сиденье дальше, ближе по количеству водителей. В этом количество водителей 2. Из неприятного, что меня бесит, как человека из Советского Союза, который ненавидит, чтобы его что-то хоть как-то контролировали, это когда я еду и вдруг нечаянно заезжаю на разделитель, он издает сигнал.
А потом однажды, в один из первых дней, когда я на нем ездила, ну, знаете, волнуешься, чужая машина, не дай бог там чего, хотя я и очень аккуратный водитель. Поэтому я ехала, было достаточно жарко, но я уже не хотела на скорости, на хайвее разбираться со всеми этими кондиционерами, вентиляторами. Думаю, ладно, как-нибудь доеду, ну, чтобы аккуратно. И вдруг мне на дисплее выдает сообщение. Мы продиагностировали, что в машине слишком жарко, и поэтому умный вентилятор включается, и сейчас вас будет охлаждать. Я сказала, вы, ребят, совсем обалдели. Ну и самое главное, конечно, это то, что эта машина, это немножко такой пугающий факт, эта машина привязана к телефону владельца. И однажды я поехала, у меня в машине свет включается-выключается вручную. В этой машине есть режим авто, когда она сама решает, когда нужно включить фары. Я про это не знала, я на автомате включаю, выключаю, выхожу из машины, выключаю, сажусь в машину, включаю. И в очередной раз я тронулась и поехала. Было как раз то время дня, когда, знаете, то ли включил, то ли не включил. И машина отправила сообщение на телефон своему владельцу, что время как бы уже продиагностировано, что уже темное, а свет у машины не включен. И я ему потом говорю, это что, твоя машина на меня тебе доносит? Ну вот такие вещи немножко пугают, потому что это уже какой-то просто бунт машин. А в остальном очень она мне понравилась. Самое, конечно, прикольное, чего нету у меня в Комете, это вот эта камера заднего вида. Бог ты мой! Как же она прекрасна, как же с ней удобно. Это одна из самых моих больших проблем. И я уверена, что это проблема многих девочек, женщин, бабушек и тетенек, наверное, и дяденек, что вот это вот движение задним ходом, это какой-то адский просто трындец. А здесь так все есть и все удобно. Я буквально за пару дней уже научилась ей пользоваться. Мне очень нравится. А это вот очень смешная штука у владельца. В Америке вы можете заказать номер практически без проблем, с любым именем, цифрами, буквами. И так как название модели машины Stinger, то он решил выбрать такое вот название Godstang. Был ужален. Ну, такое себе, конечно, для 51-летнего мальчика. Но, с другой стороны, чем бы не тешились, лишь бы Windows не переустанавливали. Ой, кто-то не закрыл окно на крыше. У нас же ведь ночью опять будет мороз. Надо пойти закрыть, иначе будет мне по попе а-та-та. Ну вот, вернули мне мою кометку. Что с кометкой случилось? Как это бывает с машинами? Я такая молодец, сдавала ее в сервис регулярно, меняла масло по расписанию. Совсем недавно я поменяла колеса, мы 5 лет с ними отъездили, я много же езжу. Вся такая, ну, вроде как, ну, пыль с нее метала, бензин заправляла, все, что могла, делала. На ней уже 127 тысяч миль. Если учитывать, что она с 2013 года, то лет ей уже, господи, ну сколько, ну 7, да, или 8. Она давно у меня выплачена, это очень приятно ездить на машине, которая выплачена. Все, конечно, те, кто живет на той стороне планеты, вам кажется это нормальным и естественным. Здесь в Америке это большая доблесть, когда у тебя машина не в кредите. Вообще в Америке большая доблесть не жить в кредит. И неожиданно утром я уезжала, она взяла и не завелась. Вот просто взяла и не завелась, вот просто. И я вызвала, у меня специальное приложение к страховке на автомобиль, которое называется, ну, как дорожная помощь. Они приехали, это было не связано с аккумулятором вообще. Все развели руками, сказали, ничего не знаем. И мне пришлось вызывать сервисную службу, которая доставила машину уже непосредственно к месту ремонта. Это мне обошлось $180, что меня уже расстроило, потому что, ну, как-то привыкаешь, что расходы на машину это только один бензин и там колеса раз в 6 лет. Ну, ладно, еще замена масла. У нас замена масла стоит, у меня на машину стоит $38. И если учесть, что сейчас я это делаю 3 раза в год, ну, в общем, очень смешные траты. У вас сколько стоит замена масла? Вы сами масло меняете или куда-то ездите? Я, короче, очень расстроилась, отдала ее в ремонт, ездила на машине приятеля в это время. Уже такая, думаю, как долго бы мне комету не возвращали, потому что так мне понравилось ездить на новой машине, на машине со всеми вот этими современными фишками и приблудами. Но как бы музыка недолго играла. Мне позвонили, говорят, мы ничего не нашли, ничего не понимаем, ничего не знаем. Нашли какую-то финтифлюшку.
Мне даже сказали ее название на английском. Я перевела на русский, все равно ни черта не поняла. Короче, какое-то средство, которое соединяет что-то там с чем-то там в аккумуляторе. Оно полностью заржавело. И вот тут мне даже показали какой-то там ужас, накипи, кошмар. Ну, я поулыбалась, сказала, все молодцы, всем спасибо. Какой-то еще крейн сказали, что надо поменять, который будет стоить в пределах $300 сама деталь и замена. Но, говорит, никто не знает. Может, это и двигатель, может, это что-нибудь еще. Ну, знаете, то ли дождик, то ли нет, то ли будет, то ли нет. И поэтому я теперь езжу на пороховой бочке. Каждый раз, когда я сажусь в машину и поворачиваю ключ в замке зажигания. О, сейчас, видите, включилась с 1 секунды. Но иногда, да, возникает такое вот секундное замедление. Думаешь, включится, не включится, зажжется, не зажжется, впадать уже в панику или не впадать. И вот так теперь и живу. Первой попыткой, конечно же, было сменить машину. Так как все это здесь в Америке просто и легко, в течение 2 часов приезжаешь в автосалон, уезжаешь оттуда на новой машине. Эту они же еще и возьмут в зачет, вне зависимости, какую вы марку выбрали. Но сейчас, во-первых, у нас в Хьюстоне опять арктические холода целых 3 дня. Сегодня ночью было -1, завтра даже обещают -2, а в субботу -4. Ужас, кошмар. Естественно, идти мне никуда не охота, я из дома вообще не вылезаю, нос не высовываю. Первое. Второе. Вы все знаете, я не знаю, в ваших странах это сейчас происходит. В Америке большие проблемы с автомобилями. Автомобилей нет. Дефицит. Помните, как в советские времена нужно было вставать в очередь на машину? Вот у нас примерно такая история. Машин нет, это связано, объясняют, что это связано с тем, что во время начала пандемии в Китае приостановили работу заводов по производству чипов, которые теперь в каждом автомобиле должны быть по умолчанию. И сейчас они никак не восстановятся, и вот их дефицит, поэтому машин мало. И сейчас вместо привычных, когда вы приезжаете и можете там торговаться, с вами торгуются. Для того, чтобы получить машину, нужно либо встать на очередь, записаться на 3 месяца, на 4 месяца, на 5 месяцев вперед, либо брать, что дают, не выпендриваться, хватать и бежать. С другой стороны, в трейд-ин, в обмен машины тоже можно хорошо получить денег. Поэтому первое, что я сделала, конечно же, я пошла посмотреть, что я могу за мою комету сейчас получить. Ну, сами понимаете, машина 7-летняя, Hyundai Elantra. Ну, такое себе счастье. Ездить на ней классно, но продавать ее, кто бы ее купил. Поэтому я первым делом пошла все это дело изучить онлайн и загрустила. Общее представление о том, сколько будет стоить ваша машина, можно получить на сайте, который называется Kelley Blue Book. Конечно, эта цифра очень ориентировочная, вам могут дать меньше, вам могут дать больше. Вы вводите все данные вашего автомобиля, марку, год выпуска и все остальное, и вам примерно ориентировочную цену на нее дают. Ну, раз пошла такая пьянка, решила я для себя, то почему бы мне не разгуляться и не купить наконец-то машину своей мечты? В конце концов, в Америку я зачем приехала? Чтобы жить жизнью мечты. Поэтому я поискала Мерседес и решила я купить Мерседес. Сразу же поиском мне вывалилось невероятные какие-то буквы и цифры, не знаю, что все это значит. Но вот первый же попавшийся оказался, вот прям смотрите, 2020 года, и он тебе красненький, и он тебе вообще со всеми блинами и пирогами, невероятно прекрасный. В этом приложении, вы видите, даже отмечают какие-то на нем болезненные места, то, что у него может быть недостаточно в порядке. И вот так вот можно его рассмотреть, и покрутить, и повертеть. Мне, конечно же, самое главное в машине, то, чтобы она была красная и чтобы она была красивая. Все остальное это уже вторичное, об этом будет заботиться кто-то еще. Можно посмотреть еще и внутри. Давайте заглянем, что у нее внутри. А внутри у нее, какая красота! Какая ляпота! Очень маленькое заднее сиденье, но мне кого там возить-то? Разве что чемодан с кошкой. Куча всяких приспособлений, а главное держать в руках вот этот руль с логотипом Мерседеса. О боже мой, о боже мой. Ну давайте посмотрим, сколько мне придется платить, если я возьму такой Мерседес. Есть калькуляторы онлайн. Вот мы вводим здесь с вами цифру, стоимость машины,
наш кредитный скор и сколько мы готовы внести down payment. Это та сумма, которую предположительно мне кто-то даст за Эландру. О-о, это практически стоимость моей ипотеки. Может быть, продать дом и жить в машине? Как вам такая идея? На сайте, где калькулятор расчета месячных платежей, есть вот такая штука. Можно посмотреть с вашим желаемым месячным платежом и вашим даунпейментом, какие машины вам положены. Давайте посмотрим. Я готова платить $500 в месяц, могу внести 5000. Давайте посмотрим, что нам предлагают. Удивительно, за время моих вот этих вот исследований я увидела, что очень много здесь вот про Honda CR-V говорят. Прям Honda CR-V. Honda в Америке тоже считаются достаточно надежными и крепкими машинами. Вот этот хэтчбэк или у нас его называли паркетник, здесь они называются Compact SUV, Sport Utility Vehicle. Когда я стала одну из них более детально рассматривать, то я обнаружила, что, ну да, она внешне-то выглядит вполне себе так секси и прикольно, но внутри она вот такая вот совсем старомодная, у нее даже нету такого какого-то дисплея. Ну как-то. Ладно, сказала я себе, посмотрим что-нибудь более прагматичное. Toyota. Toyota в Америке считается машиной, которая сохраняет свою продажную стоимость как можно дольше. Ну, не все, правда, марки. Вот такая RAV4, да, 20, какого там она года, 22-го у нас года. Тоже, видите, здесь отмечены небольшие погрешности на автомобиле. Но в общем и целом такая вот очень секси, динамично выглядящая машинка. Ну, внутри, ну что, Toyota как Toyota, крепко сделанная, надежная, без особых каких-то выпендрясов. Здесь же на картинке можно увидеть все фишки, которые у этого машины есть внутри, ну, как у всей любой машины. Что для меня самое главное, это то, что она красная, что она достаточно высокая. На низких машинах ездить мне уже надоело. На высоких классно, все далеко видно, удобно, комфортно и чувствуешь себя на дороге все-таки как-то нормально. Давайте посмотрим, сколько нужно будет платить в месяц, если мы возьмем такую Toyota. Вот мы вбили стоимость Toyota, вот наша цифра, которую мы готовы платить как down payment, вот столько будет в месяц. Еще есть такая тема, что машины лучше выбирать двухлетние. Тогда у них стоимость самая оптимальная. Пошла вот я посмотреть как раз-таки использованные used cars с 2019 года до сегодняшнего дня. Давайте посмотрим, что нам тут предлагают. Вот такие вот машиночки, всякие разные. Toyota лидирует. Infiniti. Вот про Infiniti-то я даже и не думала. Что вы знаете про Infiniti? Что вам про Infiniti вообще говорят? Смотрите, какая! И красная! И вся такая секси! О май goodness! И кожаный салон тебе! И 33 удовольствия. Больше непонятно, что там и как. Ну что, может, Infiniti? Или не Infiniti? Вы как думаете? Так, уходим со страницы с Infiniti. Уходим. Уходим. Что еще нам предлагают в нашей ценовой категории? На чем еще можно поездить? Что еще? Ну, как вы видите, много Honda, Volkswagen, Toyota Corolla. Была у меня Corolla, моя первая американская машина. Honda. В общем, Honda и Honda. Civic, кстати, тоже тема. Ну вот так примерно, друзья. Старый друг лучше новых двух. Она, конечно, скрипит, но ездит. Сейчас, особенно в эти холода, я чувствую, на поворотах скрипит. Когда резко тормозишь, тормозные колодки. Видите, я даже знаю слово тормозные колодки. Тормозные колодки скрипят. Но в остальном надежный, верный конек, который возит меня и носит везде, где только можно и где только нужно. И я для себя на сегодняшний день решила, что вот буду ездить, буду ездить, сколько ездится. Очень хочется новую машину, очень хочется. После всех этих тест-драйвов, после катания на новенькой машине, на новеньком Стингере, конечно, очень хочется, но с другой стороны, опять взваливать на себя вот этот платеж в размере $500 в месяц, когда эти деньги можно использовать на что-нибудь приятное, шляться, купаться, развлекаться, я, в общем, еще подумаю, потому что приоритеты у меня, конечно, сейчас другие. Мне очень интересно ваше мнение, особенно мнение мужчин-автомобилистов.
что вы думаете, какие варианты есть, что может быть не так с моей машиной, что может быть не так со мной. Я знаю, очень мужчины любят рассказать мне, какая я безмозглая, тупая курица. В общем, вы не стесняйтесь в выражениях, вы прям приходите в комментарии, все мне расскажите, потому что, ну, сами знаете, мы так созданы природой. У Лобковского было смешное выражение: мужчина в холке выше. Ну, я отдаю себе отчет, что мужчины в этом разбираются лучше. Вот и я тоже решение вопросов с машиной тоже отдала всем своим знакомым мужчинам. Один дал мне машину покататься, другой дал контакты дилершипа, где у него скидка, как сотрудника этой компании. Ну, в общем, как-то разбираемся. Но очень нервно, конечно же. Каждый раз, когда я включаю машину, делается вот это вот: заведется или не заведется, заведется или не заведется. А Маздочка эта, которую я посмотрела, ой, ну какая она красивая. Цвета это называется Caramel Apple, карамельное яблоко. Такая она красивая. И Mazda 3 на самом деле когда-то еще в России была прям машиной моей мечты, когда они только появились. А сейчас, как вы сами видите, они такие все прям секси, шмекси, пекси. Но, блин, так подумаешь, может я лучше куда-нибудь еще съезжу, правда же? Ну, вот это вот моя Элантрка 2013 года. Номер погнулся, потому что закрывала ворота гаража и немножко его зацепила. Бачок вот тесанула, тоже в гараж заезжала. Даже не пьяная была, просто не умею задним ходом ездить. В остальном она вся такая целенькая снаружи, за исключением одного маленького нюанса. Вот тут нам год назад какой-то дурачок на паркинге цокнул. Причем стояла я очень далеко от всех, все равно цокнул. Что-то мне как-то вот жаба давит его починить. Уже теперь точно не буду. Салон у меня у машинки очень красивый, бежевенький. Ну тут, да, немножко не очень такой большой порядок внутри. Но тем не менее можно себе представить, что она в очень хорошем состоянии. Я делала химчистку салона буквально 2 месяца назад. По количеству упаковок с бумажными платками можно подумать, что все, что я делаю, это только плачу. Но на самом деле мы вывозили кое-что из офиса и прихватили упаковку с платками. В остальном же у машины современных никаких у меня приблуд нет. Как вы видите, обычная такая панель с радио. Никаких там вам камер заднего вида, ничего. Обдуватели пассажира и водителя не разделены. Кондиционер, все дела. Но все равно очень даже прилично выглядящая, хорошенькая такая машинка. 130 с лишним миль мы с ней намотали, с зайкой моей. И всем тем, кто интересуется, как все это устроено в Америке, как получаются водительские права, как покупаются автомобили новые, как покупаются автомобили бывшего употребления, и вообще, как вообще все происходит, вся адаптация в Америке, обустройство жизни, для вас мой курс, который называется «Азбука переселенца». 21 полноценная лекция просто с полным покрытием. Вот полнее не бывает. Собирала долго, кропотливо, все, что только может заинтересовать тех, кто планирует переезд в Америку. Приобрести этот курс можно сейчас и только для вас с большой скидкой по коду UT2022. Вот там в описании будет ссылка. Заходите, покупайте, ни разу никогда не пожалеете, потому что любые деньги, инвестированные в себя, в знания, в информацию, они мимо не пролетают, они вам очень помогают. У меня на этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что разделяете со мной все мои истории, приключения. Только сейчас заметила, смотрите, этот салон, эта машина подходит мне полностью. У меня даже салон подходит мне по цвету моего пуховика. Да-да-да, не смейтесь. Я ж теперь блондинка, и мне позволено говорить, что... Знаете, моя машина, она мне подходит по цвету и сочетается с цветом моего пуховика и даже с цветом моих волос. Я, пожалуй, ее оставлю. Все, я побежала дальше. Спасибо, что были со мной. Благодарю вас за просмотры, благодарю вас за лайки и комментарии. Это самая ваша лучшая для меня благодарность. Далеко не уходите, оставайтесь со мной на канале Субъективно об Америке. Впереди еще очень много интересного. Пока-пока.